Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. Сегодня с вами рассмотрим вязание квадратной корзины, а именно как связать вот такие остренькие уголки. У меня для вас два способа провязывания таких углов, и сейчас мы с вами рассмотрим каждый из них. Первый способ. Когда у вас связано ваше донышко, у вас есть на вот этой угловой точке 2 петли по бокам. Выбираем эти точки, довязываем до первой из них. Сейчас мне нужно провязать еще один столбик. И вот я как раз подошла к этой точке, там, где у меня провязывается с этой стороны один столбик, и с этой стороны у меня провязывается один столбик. Вот за счет этих двух столбиков мы сейчас выполним формирование угла. Я ввожу крючок в первый столбик, вытягиваю петлю, остановились. Ввожу крючок во второй столбик, вытягиваю также петлю номер 2 и подтягиваю ее хорошо. Сейчас у меня на крючке рабочая петля. Первая петля вытянутая из первого столбика, вторая петля вытянута из второго столбика. Я сейчас зажимаю вторую петлю, то есть из последней вынимаю крючок. На крючке осталась рабочая петелька и первая петля, вытянутая из первого столбика. Я захватываю рабочую нить и провязываю этот столбик. На крючок одеваю вторую петлю, которую вытягивала, и провязываю эту петлю тоже. Таким образом, я сейчас сформировала угол. Эту манипуляцию нужно проделывать в каждом ряду. Довязываем до следующего угла и повторяем все то же самое. Как провязать во всех последующих рядах вот эту манипуляцию? Мы вводим крючок в этот столбик, переворачиваем и видим, у нас вот здесь в промежутке между провязанными этими столбиками нет петелек. То есть с этой стороны у нас находится ниточка. Захватываем первую петлю, вытянули. Ввожу крючок в следующую точку. И крючок выходит вот с этой стороны, то есть опять у нас с этой стороны есть ниточка, с этой стороны ее нет. Здесь у нас рабочая ниточка. Захватываю ее, вытягиваю и проделываю все то же самое, что я показала ранее. Сначала провязываю первый столбик, возвращаю крючок в петлю и провязываю второй столбик. И вот так это все получается. Второй способ провязывания угла. Здесь я также довязала до той точки, где необходимо формировать угол. И уже ввожу крючок не в первый, а во второй столбик. Ввожу и захватываю сюда рабочую ниточку. Вытягиваю и вынимаю крючок. Он мне уже здесь не понадобится. И теперь из первой петли я вытягиваю также петельку и провязываю столбик, ввожу крючок во вторую петлю, которую я вытягивала первой, и также провязываю. Также покажу, как с этой стороны выглядит во всех последующих рядах. Дошла я до той точки, ввожу в первую, и здесь у меня крючок выходит также с этой стороны ниточка. Захватываю сюда петлю, ввожу крючок в первую петлю, переворачиваю, и здесь вот так все выглядит. С этой стороны ниточка, и здесь вот у меня проходит рабочая нить, вот эта петля, и вот так ее захватываю. Провязываю так, как я показывала ранее. Сначала ту, которую сейчас вытянула петлю, и теперь провязываю ту, которую вытянула первой. И вот так все это здесь получается. И вот такие прямые уголки получились у моей корзинки. Вот этот способ номер 1.
А вот этот способ – это номер 2. Пробуйте и экспериментируйте, выбирая тот способ, который вам больше нравится. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Оцените его. И если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно это сделайте. У меня для вас, как всегда, еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!